Всем здравствуйте, мои уважаемые зрители. У нас прогноз на сентябрь. Прогноз я буду делать на Таро Акаши. Эта колода дает нам доступ к информации, которая содержится в хрониках Акаши. Она может помочь нам открыть духовные потоки, которые всегда текут между нами и хрониками. Мы посмотрим прошлое, которое имеет влияние на настоящее, а также на ваше будущее. Эта колода поможет нам раскрыть возможности, отношения, действия, которые помогут вам двигаться вперед по направлению к вашим мечтам, желаниям. Здесь вы можете получить очень ценную информацию о работе с любым проектом, об изменении трудных установок, ограничений, об исцелении и привлечении в вашу жизнь отношений, ну а также о достижении ваших целей, которые вам дороги. Но еще эта колода приносит руководство от вознесенных владык, от ангелов, архангелов и от вашей духовной семьи, от вашей души и от вашего высшего Я. Настраивайтесь на получение информации, задайте вопрос во Вселенную, что меня ждет в сентябре месяце. Хорошо, у нас прогноз для Дев. Давайте посмотрим, какие энергии будут кружить вокруг вас, внутри вас в сентябре месяце. Представитель знака зодиака Дева. С какой энергией вы войдете в сентябрь из августа? Что вас ждет в сентябре? Первая декада, вторая декада, третья декада. И энергии, с которой вы выйдете из сентября в октябрь. Да, у вас расклад очень гармоничный, потому что присутствуют все 4 масти и старший аркан. Энергия, с которой вы входите из августа в сентябрь, здесь ложится сезонная карта. Это лето, зима, да, с самого винта, но она у вас ложится в позиции зимы. А зима — это время инь, это время больше восприятия, идущего как бы вовнутрь и проводящего переучет, или как бы это подведение итогов. Этот этап, скорее всего, требовал от вас меньшей активности, но карта говорит, что вот эта спокойная энергия обязательно окупится позже. Может быть, вы занимались медитациями, может быть, кто-то просто был в отпуске, или строили планы на будущее. Ну, то есть была какая-то у вас задержка. Потому что зимний цикл, он, как правило, наполнен внутренней активностью, смешанной со спокойным уединением. Да, может быть, внешняя жизнь требует от вас каких-то действий. Карта говорит, обязательно их выполняйте, но с вниманием и внутренним спокойствием. И самое главное, не забывайте расслабляться. Позвольте себе строить планы для новых начинаний, которые вы сможете реализовать чуть позже. Это энергия, которую вы принесли в сентябрь. Первая декада, здесь ложится семерка роз, карта называется The Journey. The Journey — это путешествие, но карта у вас перевернутая. Но в первую очередь она может показывать, что какая-то поездка, путешествие или, может быть, переезд будут отложены или отменены. Также, если вы хотели, например, расширить, изменить или разнообразить свою работу, то сейчас, скорее всего, не самое подходящее время. Карта говорит, не волнуйтесь, вы не потеряете вот эту возможность для новых открытий, новых путешествий, для новых мест. Это просто немного откладывается. Поэтому сейчас вы должны быть терпеливы, следить за тем, что лежит перед вами в настоящем. Вот этот ваш корабль обязательно вернется, но когда придет время. Да, и здесь у нас тоже корабль. Вторая декада сентября. Здесь ложится король ключей, карта у вас прямая. Мы видим, что король ключей верхом на вот этой прекрасной лошади возвращается, как бы едет в свой замок, который стоит вдали.
Он счастлив, спокоен, потому что он едет домой. Карта может показывать предпринимателя с государственной коммерческой властью. Это человек уверенный, проницательный, но может быть чересчур сосредоточен на своей работе и карьере. Однако этот человек может быть вдумчивым или полезным для вас, например, в бизнесе или в финансовых вопросах. Но, как правило, он чаще всего ориентирован на цель, а не на людей. Поэтому имейте это в виду, если этот человек может оказаться любовным интересом для вас или для кого-то другого. Если король ключей представляет вас или важного для вас мужчину, то она говорит, будьте начеку для серьезного продвижения по службе, повышения доходов в карьере, например, все, что связано с финансами, недвижимостью или бизнесом. Может быть, это что-то связано с управлением. Но также это хорошее время для работы на себя или для расширения бизнеса для вас или для важного в вашей жизни мужчины. Третья декада сентября у вас ложится восьмерка свитков, карта называется «Неизвестные пути» или «Неясные пути». Она у вас прямая, мы видим, что человек стоит на развилке. Перед ним есть светлая дорога, то есть она с ожидаемым результатом, она для вас известна. Но есть еще два других пути. Один путь, который вот как бы пробивается через деревья, а второй темный, это тот, откуда вы пришли. Здесь идет предупреждение. Она говорит, если вы останетесь только на том пути, который вам известен, вы можете упустить какие-то очень хорошие возможности, которые содержат другие направления. Да, может быть, они для вас не так ясны, может быть, даже неожиданные или немного рискованные. Но карта говорит, не будьте настолько привязаны к своим правилам. Вы можете эти возможности просто пропустить. Но карта говорит, что вот в третьей декаде сентября как раз у вас и появятся какие-то новые пути, новые направления. И, скорее всего, вы достаточно гибкие и смелые, чтобы их исследовать. Потому что, как правило, уникальные возможности в изобилии находятся для нас в самых неожиданных местах. Здесь, конечно, идет предупреждение, потому что, с одной стороны, король ключей – это развитие, рост, это должность, это может быть какая-то прибыль, а с другой стороны, это какая-то битва и война. Может быть, для того, чтобы получить здесь что-то, вам нужно быть немного смелее, может быть, рискнуть и пройти через какую-то битву. Потому что эта энергия, с которой вы выходите в октябрь, здесь ложится карта Lookout. Lookout – это наблюдатель или смотровая площадка. Мы видим, человек стоит на смотровой площадке. Он смотрит вдаль, вперед, на какое-то направление, на какой-то путь. Да, корабль штормит, он пытается удержать равновесие, но вокруг него идет вот эта битва, баталия, и у него на корабле уже горят паруса. И карта может вам говорить, что вокруг вас будет происходить какая-то сложная ситуация, и вам нужно быть начеку. То есть здесь вас может постигнуть внезапное падение, может быть, потеря должности, места работы, состояние, точки зрения. Карта предупреждает вас составить резервный план, который поможет вам намного легче пережить это трудное время. Это может быть временный проходной этап, но вам самое главное вот в этой ситуации сохранить равновесие. Потому что лучшие времена у вас уже на пороге. Но, смотрите, опять вот смотрит он сюда. Я думаю, что здесь, я сейчас достану вам совет, мне кажется, вам здесь нельзя рисковать. Или наоборот, будет какая-то возможность, и вам нужно будет ей воспользоваться. Давайте вам совет получим. Не знаю, ответит нам карта, да, по поводу этой ситуации. Осень, сбор урожая. Смотрите, у вас две сезонные карты. Была зима. Зима – это не движение, это ожидание, это задержки. А сейчас у вас сбор урожая. Но карта-то у нас не перевернутая. Она может говорить, что вы выстоите, вот, может быть, в борьбе за какие-то ресурсы, за урожай. Да, смотрите, ну, здесь
решать, конечно, вам. Вы можете пойти по тому пути, который вы здесь запланировали, а можете попробовать что-то рискнуть, да, но как бы карта говорит, что риск будет оправдан. Вы получите тот урожай, над чем будете трудиться. Ну, вот это какая-то ситуация сложная. Это, конечно, может быть связано даже не конкретно с вами, а с тем, что происходит в мире. Поэтому вот здесь вам карта говорит, составьте план. Да. Хорошо, вот такой у нас получился прогноз. Я благодарю вас за внимание, за лайки, за комментарии. Всем хорошего.